Ирина, Да, Яночка, добрый добрый вечер, добрый вечер. вечер. Добрый вечер, Мы Ирина. встретились. Ирина, я вас от души благодарю, что вы приняли мое приглашение. Я очень давно мечтаю познакомиться с вами лично. И позвольте, я очень кратко представлю вас нашим зрителям. Я думаю, все абсолютно без исключения вас знают. Но есть некоторые моменты, на которых мне бы хотелось сделать особый акцент. Дело в том, друзья, что Ирина Аронец – это не просто топ-лидер компании Incruzes, это не просто человек, который построил потрясающую, сногсшибательную карьеру в Incruzes, имеет многотысячную команду в самых разных уголках нашей планеты. Это не просто человек, который знает о круизах все и бывал уже во многих круизах. Это человек, который вообще пришел на русскоязычное пространство первым. Вот я очень хочу сделать на этом акцент, друзья, потому что вы только вдумайтесь, что значит быть первым, когда нет ни сайта на русском языке, ни одного человека вообще, кто отправился из России в круизы, да? Нет наставника рядом, нет вот плеча, на который ты можешь опереться, как сейчас делают наши партнеры. Ты первый. И Ирина, это на самом деле потрясающее вообще ваше качество, вот та решительность, целеустремленность, смелость, амбициозность, которая у вас есть. Я хочу, чтобы вы сегодняшний вечер провели с полным осознанием своей уникальности, потому что, вы знаете, топ-лидеров Incruzes может быть много, и даже борд-директоров со временем, я думаю, будет много, но никто никогда не сможет быть первым. Первые были вы. И это просто вау. Вы реально супер, Ирина, вы уникальны. Я очень Благодарю много вас, Яночка. смотрела Спасибо, эфиров с вашим спасибо, участием. спасибо. Я думаю, Спасибо. что, Да. да, что Говорите, многие говорите, наши... пожалуйста. Я обычно вначале делаю маленькое вступление, а потом больше слушаю. Я думаю, что очень-очень многие партнеры смотрели большинство ваших эфиров, и я также смотрела. Ну, конечно, все пересмотреть невозможно. И вот сегодня, когда я готовилась к нашей беседе, я снова начала пересматривать некоторые видеоролики, и меня поразил тот факт, что, оказывается, Ирина, вас никто даже не приглашал в Incruzes, что у вас не было спонсора, что вы все-все-все прокладывали сами. Расскажите нам, пожалуйста, это настолько впечатляет, это действительно достойно того, чтобы услышать еще раз. Яночка, благодарю вас за все то, что вы сказали, за все это такое теплое признание, горячее признание особенное, да, потому что, ну, это согревает мне душу, согревает мне сердце, и я понимаю, что не зря я тогда сделала свой смелый прорыв, да, который мне стоил бессонных ночей, который мне стоил очень много разных умозаключений с самой собой, то есть я разговаривала и спрашивала себя, и думала, нужно ли все-таки это делать, будет ли это правильно, но с другой стороны я просто не могла уже остановиться, ну, исходя из той информации, которую я получила, плюс это то, что я ждала всю свою жизнь, я заказывала, и вот сейчас, спустя уже столько времени, практически 4,5 года прошло с того момента, да, ну, 4,3 месяца, скажем, да, и действительно, мое сердце открывается еще больше и больше, я понимаю, что я была позвана Богом в этот мир, чтобы сделать вот то дело, которое я совершила, и это уже называется миссия, так как уже у нас настолько много людей, которые действительно изменили свою жизнь, и я очень этому рада, что я и наша команда вся, и вообще наш круизный клуб Incruzes делает людей счастливыми, веселыми, радостными, с изобилием в своей жизни, со всеми запросами, которые они делают, они могут действительно осуществить в этой компании. Я это понимала в тот момент, когда я получила информацию, хотя, может быть, многие этого не понимают сейчас и не верят мне, но это было так. То есть, ну, у меня уже было видение, у меня был опыт, и я понимала, что за этим стоит, что стоит за Incruzes. Было только дело времени, и, конечно, много работы для этого нужно было приложить усилий, приложить труда, разбить очень много стен, пробить окно не только в Европу, да, но и в другие наши страны.
но все случилось, и все благодаря тому, что нас сейчас так много, и все намного стало легче. Да, но тот момент был особенный. Тот день был особенный, с которого Ирина, а расскажите, начался пожалуйста, кризис в нашей жизни. Да, я А молчу. расскажите, пожалуйста, Ирина, еще раз вот про то письмо, которое совершенно случайно от незнакомого пользователя пришло к вам на почту. Это вот действительно какая-то потрясающая миссия, которая дана вам свыше. Я сегодня эту историю еще раз переслушала, и я поняла, что да, я знала, Ирина Аронец первой на русскоязычном пространстве, но я никогда не задавалась вопросом, а кто пригласил Ирину, может быть, это был иностранец, а кто ей помогал. И когда я услышала сегодня, что это все было вот буквально случайное письмо, и вы на него откликаетесь, и теперь вот такая многотысячная армия обожателей круизного клуба, людей, которые признательны вам, но это действительно стоит рассказать людям, особенно тем, кто не верит, может быть, в некие знаки свыше, не умеет читать эти знаки, которые посылает судьба. Расскажите, пожалуйста, нам поподробнее. Расскажу с удовольствием. Потому что моя история действительно уникальная, действительно особенная. Я ее очень берегу, и я не часто рассказывала, да, давая, так сказать, дорогу нашим партнерам, нашим лидерам пробиться вперед. И многие, может быть, даже не понимали то мое состояние, так как это действительно надо было прожить, все то, что я прожила. И то письмо, которое пришло ко мне, с одной стороны, может быть случайно, хотя я 100% уверена, не случайно. Ее просто послал человек, который делал свою рассылку, делал свою работу. Это был американец, владеющий компанией Traffic Authority, трафик-рассылщика, в котором он рассылал различную информацию своим подписчикам о разных новых компаниях. Так как я в то время уже до Incruises работала 12 лет, как интернет-предприниматель в различных компаниях, переходя из одной в другую, ну, через какое-то время. Мне просто нравились новые компании, мне нравилось их развивать. Я нашла в себе способности и вот наработала тот навык, что начала делать видео, обучающие видео, видеопрезентации и переводы с английского на русский. Это еще было до Incruises. Вот просто сама так начинала, потому что чувствовала, видела потребность людей, которые хотели также зарабатывать в интернете, но они не владели английским, они не понимали, они не знали как, они вообще ничего не знали, их нужно было учить. И я вот так вот начинала, с одной компании в другую, у меня это получалось, у меня создавались уже команды, я их организовывала, я делала видео, выставляла на YouTube, и так я себе работала. Но ввиду того, что всю мою жизнь, это огромная моя мечта, это были путешествия, и они начались еще с малолетства, у меня, то есть любовь к морю, это еще с Одессы уже рассказывала, да, моя мама родилась в Одессе, затем я переехала в Грецию, но в детстве я очень много читала, читала много книг, и меня, конечно, всегда влекло к путешествиям, особенно эта книга Жюль Верна, да, «Путешествие вокруг света» за 180 дней, это отлегло как отпечаток в моей душе, и мне хотелось увидеть мир. Но затем случился переезд в Грецию, работа в туризме, работа в яхтенном туризме 8 лет, и это, конечно, мне показало совершенно другой мир. Вот, понимаете, совершенно другой мир, удивительный, удивительные круизные путешествия, это были на яхтах, но все-таки это было настолько красиво, и это была элита. Именно на яхтах это были очень богатые люди, я видела, как они, то есть я работала как помощник брокеров в туристической яхте, в туристическом агентстве, и сопровождала различных туристов. Мы встречали из Америки, из Европы разных туристов, и я сопровождала их на различных их туристических походах, так сказать, турах. Вот, по греческим островам в основном. Ну, и это было сказочно, и тогда я влюбилась вообще в круизы. Но вот эти огромные лайнеры я увидела на острове Санторини первый раз. И тогда я влюбилась, это как раз остров любви, и вот такая панорама, которая открылась, когда мы подплывали на яхте, да, подплывали к этому острову, я всем рекомендую побыть на этом острове Санторини, и туда приплывает очень много круизных лайнеров, которые совершают маршруты по Средиземному морю, в том числе через Грецию, и останавливаются на этом совершенно чудном острове Санторини. И вот когда я увидела эту панораму, эти огромные лайнеры с двух сторон, мы подплывали, это было под вечер, все в огнях, этот остров наверху,
кратера домики, как игрушечные. Такая картина красивая, что, ну, все, мое сердце было разбито. Я поняла, что я хочу всю жизнь вот так вот путешествовать и видеть, и жить в этом. Вот, но жизнь меняется, есть бытовые какие-то проблемы, есть насущные проблемы, хотелось быть финансово независимой, в общем, много у меня историй, даже кораблекрушения, об этом я рассказывала, затем я пришла в интернет. И тут, вот работая в интернете, я все-таки хотела быть в туризме. Я искала туристические компании, вот работала в тех, в которых я работала, это были рекламные, это были инвестиционные, это были разные компании, но не туризм. Вот, и прямо вот за 2 года до появления Incruises почему-то сердце меня заставляло, вот интуиция мне говорила, иди опять смотри туристические компании. Ну вот что-то меня заставляло, понимаете? Такой зов души был. Я не могла, вроде бы и деньги уже зарабатывала достаточно хорошие, вроде бы и все хорошо пошло, но не хватало вот того звоночка, понимаете, который вас зовет, вашу душу. И пересмотрев все туристические компании, я не остановилась ни на одной, они меня не привлекли как вообще ни тем предложением, может быть, и только меня именно влекли круизы. И она жила в моей душе. Если позволите, я повторю свой вопрос. Друзья, еще раз представлю, кто сейчас присоединился. Перед вами Ирина Аронец. Это не просто топ-лидер компании Incruises, это человек, который первый открыл нашу компанию для всего русскоязычного пространства. И у многих людей, возможно, есть стереотип, что если ты был первый, то понятно, почему ты преуспел. Но на самом деле Ирина – это пример человека, который преуспевал во всех своих компаниях, всегда. И я как раз задала Ирине вопрос, какие качества помогли вам преуспеть в одной, во второй, в третьей компании, во всех, потому что это уже не случайность, это не совпадение, не везение, это однозначно планомерный труд человека над собой, работа. И нам очень важно понять, друзья, какие нам качества нужно в себе вырабатывать, что подтягивать, чтобы тоже максимально повторять наших успешных лидеров. Спасибо, Яночка, за вопрос. Очень хороший вопрос, постараюсь ответить заново, может быть, еще дополню, да, потому что обрывками у нас эти сегодняшние эфиры, но мы стараемся, да. Очень нам приятно быть вместе с нашими партнерами, с нашими гостями. И вы такая красивая, лучезарная, вы прям созданы для Incruises. Я когда вас увидела, думаю, боже, какая красота, что у нас в нашем красивом клубе есть такие красивые девушки, такие прекрасные. И причем тоже фанаты круизов, путешествий. И умеют так красиво это все преподнести. Это очень важно. Вот, этому тоже нужно уделить внимание. То есть, может быть, это не самое главное, что я хотела, да, с чего начать ответ на ваш вопрос, но это тоже очень важно. Как вы будете преподносить ту компанию, в которую вы зашли, зависит от вас. И наша компания настолько красиво имеет продукт, настолько она престижная и будет еще более престижной скоро в мире, потому что я так подозреваю, уже слышала и предчувствую, и вижу, и понимаю, что у нас сейчас 5000 круизов, скоро к нам присоединятся еще другие круизные линии, их будет, может быть, 30 круизных линий. Представьте себе, сколько у нас будет круизов. А вообще в мире 35 круизных линий и 10 тысяч круизов. Так что нам не так долго осталось до того, чтобы мы были на пике всей круизной индустрии, стали монополией в нашем государстве круизном, да, и все люди будут покупать круизы только через Club Incruises. И поэтому действительно, друзья, мы к этому идем, и наша компания будет самой престижной в мире, и вы должны готовиться к этому. Вот, поэтому это обязательно, да, что, ну не с этого, конечно, начинать, с чего начинать, что помогло мне, скажем так, да, как вы говорите, добиться успеха. Естественно, это в первую очередь моя любознательность, мне всегда было интересно что-то новое, что-то интересное, я очень много в своей жизни читала с малолетства постоянно, читала, узнавала мне то, что мне нравилось. Вот, поэтому это обучение.
обучение. То есть вы должны расти, постоянно учиться, узнавать что-то новое, и не просто узнавать, а размышлять над этим и думать, как я могу это применить для себя и для своей жизни. Вот если вы находите то, что оно интересно и можно это как-то выгодно применить, применяйте, а потом ищите путь, как же его применить более стратегически правильно, да, или найти какие-то стратегии, чтобы ускорить процесс достижения вашего результата. Поэтому тут все нужно включать, и обучение, и повторение, мать учения, и искать какие-то стратегии у других лидеров, смотреть, да, подсматривать, обучаться, копировать, потому что в интернет-бизнесе, конечно, очень много есть copy-paste, как мы говорим, особенно раньше было, да, это хорошо работало, дубликация так называемая, да, давали что-то, и все остальные просто повторяли, дублицировали. Сейчас это тоже работает, но сейчас я вам хочу сказать, что очень много поменялось, меняется прямо на ходу. Сейчас вот даже тот же Инстаграм и тот же Фейсбук, они сейчас очень приветствуют именно индивидуальность, именно креатив. Вот тех людей, которые сами что-то делают. Поэтому вам еще больше нужно сейчас обучаться, учиться и применять это сразу на практике. Пробовать, не бояться. Вот я боялась, вы думаете, я не боялась, сколько раз я боялась, вы даже представить себе не можете, потому что я бралась за то дело, которое еще никто не делал. И бралась на себя ответственность, это тоже, да, я по жизни очень ответственный человек. Это было у меня с малолетства, я в школе была лидером везде, и постоянно все организовывала я, и мой отец такой, он был на высоком у меня должности, и я знала, что вот я должна, и все, я с детства на себя брала, и по жизни я такой человек, вот, что я беру ответственность, я должна это делать, я как-то уже не могу иначе. Ну, конечно, с возрастом уже и силы не те, поэтому я вам говорю, кто еще молод, делайте сейчас, вам очень крупно повезло, потому что тогда у меня было больше сил, больше энергии. Если бы мне инкрузес, я постоянно это повторяю, особенно для молодежи. Если бы мне инкрузес попался лет 20 назад, я бы не то что горы свернула, я бы, наверное, моря перевернула. Вот, понимаете, поэтому, друзья, это для вас настолько сейчас легко, интересно. Делайте, просто делайте, ничего такого сложного. Вот, и то, что вы делаете, применяйте, делайте с любовью. Вот что я хочу сказать. Я лично делаю с любовью. Все, что я делаю, я или вообще не делаю, если я чувствую, что мне где-то не получается, или что-то вот кто-то хочет меня переформатировать, вот, чтобы я делала так, как он сказал, или требует от меня что-то другое. Не могу, вот понимаете, вот тогда я чувствую, у меня это не получается. Я или оставляю, или делаю какой-то отдых, перезагрузку, и все равно вот ищите то индивидуальное, что есть в вас. Не старайтесь копировать кого-то. Вы можете только что-то полезное взять у кого-то, но вы сразу думаете, как вы можете это применить, понимаете? Потому что я вижу просто по нашим партнерам, у нас уже огромное количество сейчас людей, да, даже в нашей команде русскоязычной, просто десятки тысяч людей, и каждый по-своему экстраординарен, может быть. Некоторые уже проявились, понимаете? Некоторые вот смотрят, может быть, завистью на других, и у них не получается. Не смотрите с завистью, вот не смотрите, просто делайте, ищите в себе. Вот выходите в те же эфиры, пробуйте. Я смотрю, какие у нас звездочки появляются, какие у нас вообще умницы появляются, умники, как все красиво делают те, кто любит то, что делает. Поэтому любите. Полюбите ваш бизнес. Если вы его полюбите, он у вас будет получаться. Если вы пока его не любите, значит, найдите то, что вам здесь понравится. Но здесь столько всего в инкрузе, что просто не может не понравиться. Вот позавчера я делала тренинг, я показывала, сколько у нас аргументов в пользу да, в пользу инкрузес. Найдите этот слайд, его скидывала, и смотрите на него, и выискивайте для себя. А вот это для меня может дать инкрузес, а вот это может дать мне инкрузес, а как, а почему? Анализируйте, сравнивайте с вашей жизнью, с вашими другими возможностями в жизни. Они вам давали вот то все в одном комплекте, как инкрузес? Нет, конечно, поэтому обучение,
любознательность, любовь к тому, что делаете, трудолюбие обязательно, постоянство, целеустремленность, ну, очень много качеств нужно здесь, чтобы, и, конечно, вырабатывать в себе профессионализм во всем, расти, не останавливаться, да, чему можете, у кого можете что-то еще, подкачивайте себя, ну, и все у вас получится, ничего сложного, абсолютно ничего сложного, все. И даже без спонсора вы можете взлететь выше крыши. Да. Так что не Ирина, переживайте, у кого спонсоры не помогает. Вы станете действительно сильнее. Вы выработаете в себе такого лидера, такой стержень найдете, что вы просто поймете, что вы очень многого, ну, можете очень много сделать. А может быть, если будет спонсор рядом, и вы будете на него облокачиваться, вы скажете, ну вот, он должен меня нести, он должен мне помогать, он должен то, и вы не будете свой потенциал раскрывать. Яночка, вы меня перебиваете, потому что я могу говорить бесконечно. Вот. Так наша цель эфира — слушать вас сегодня максимально, Ирина, потому что действительно очень много всего ценного. Я обязательно пересмотрю этот эфир и зафиксирую себе. Я стараюсь записывать за такими лидерами их рекомендаций, потому что все в голове не удержать, а когда все это перечитываешь, пересматриваешь, однажды это все записывается на подсознание. Я хочу от себя добавить, если можно, Пожалуйста, вот то качество, конечно. которое я вижу в вас, которое вам помогает, мне кажется, это вот огромное лучезарность и способность отдавать бескорыстно. Вот, знаете, Ирина, у нас на самом деле все классные партнеры в Incruises, и лидеры у нас открытые, позитивные, но все равно вот есть люди, вот вы, в частности, для меня, которые добились огромных высот, но они все равно какие-то свои, простые, вот такие вот какие-то человечные, нет ощущения, что ты обращаешься вот просто вот ну, к недоступному, недосягаемому человеку, потому что я иногда приглашала на эфиры лидеров даже меньшего ранга, и чувствуется, что не все проходят проверку успехом и деньгами. Есть люди, которые уже очень себя высоко ценят и даже не всегда могут ответить. И вот эти качества, они в какой-то момент людям мешают. А когда вот действительно вот так, как вы, отдаете на всех уровнях, не задумываясь, кто будет первым, вы или ваши партнеры будут первее, это не важно, потому что действительно у каждого свой путь, и вы его проходите достойно, ярко, и действительно вы тот человек, кого хочется благодарить, и глядя на которого просто вот душа поет и улыбается. Благодарю вас, Ирина, Спасибо, за это. Яночка. Спасибо, я вас тоже благодарю за такие красивые слова. Ну, да, оно так и есть. Я по мере возможности отдаю, постоянно отдаю. Вот, хотя пришло время брать. Это тоже нужно, этому нужно учиться. Вот, у меня по жизни постоянно вот я больше отдаю. Так и в семье у меня, ну, это уже, наверное, я думаю, это моя миссия, но, может быть, это неправильно, нужно иногда пересмотреть, потому что слишком много энергии уходит от меня, и очень долго я восстанавливаюсь, то есть я как бы вот бескорыстие, многие пользуются этим, я сейчас над этим работаю, нужно все-таки гармонизировать Баланс. себя. Да, баланс. да. Иначе Баланс. можешь заболеть, да, иначе можешь получить эмоциональное истощение. А в нашем бизнесе тоже важно, чтобы ты держался да, чтобы у тебя были силы. Это очень важно, чтобы ты мог иметь энергию дальше дарить людям. Но, конечно, я от людей перезаряжаюсь. И вот я встречаюсь с теми людьми, которые хотят меня видеть, слышать. Мне с такими людьми приятно, с теми, которые нуждаются в том, чтобы я чем-то поделилась. Я ко всем открыта, но не все умеют взять то, что я могу дать, да, или правильно, может, взять. Поэтому это работает, друзья мои, это работает. Да. То есть спасибо, Ирина, Яночка. расскажите, пожалуйста, сколько уже круизов у вас было за это время? Вы, наверное, у нас рекордсмен по круизам. Яночка, я буду говорить о круизах от Incruises, да, в частности, потому что вас интересуют эти круизы. От Incruises я не рекордсмен, я была в 7 круизах только.
Да, к сожалению, ну, это тоже хорошая цифра. В 7 круизах, причем бесплатно, от клуба Incruises по безоплатному членству, в подарок, абсолютно, это супер. Вот, но у меня сейчас уже накопленных почти 7000 круизных долларов. Вот, я себе коплю на кругосветное путешествие, о котором я мечтаю. И я уже один раз собиралась, даже бронировала, но, к сожалению, у меня тогда мама была при смерти, я да, отменила этот круиз, вот не получилось. Но я все-таки верю, что я поеду в этот кругосветный или на 3 месяца, или вообще моя мечта жить в круизах когда-нибудь. Но не могла, потому что еще и работала в поддержке клуба Incruises, да, 3 года, поэтому я очень тесно сотрудничала с Майклом Хатчесоном, Франком Кадиной, переводила много материала, и у меня не было времени, и плюс команда, у меня не было времени очень ездить в круизы, честно вам скажу, и об этом никто не знал, но все впереди, я коплю себе. Но даже те 7 круизов, это, конечно, сказочные воспоминания. Ирина, я знаю, что в вашей жизни случилась сказка под названием «Дисней Круиз». Вот мы очень многие об этом только мечтаем, потому что, ну, как известно, все, что касается детей, все на порядок дороже. У меня лично тоже не получалось до сих пор накопить на Дисней круиз. Как только скапливалась сумма на другой круиз, мы сразу с дочкой бронировали и путешествовали. Мы тоже с ней были в 5 круизах, дочка в 2, я была в 5. Но поскольку сейчас вот у меня тоже 2 или даже 3 круиза отменилось и вернулась большая сумма денег, и у многих моих партнеров тоже, мы подумываем, может быть, нам все-таки всю эту сумму, раз уж у нас скопилось, отправить на Дисней круиз и поехать. Вот расскажите нам, вот оно действительно того стоит? Ведь на каждом лайнере классно, и детям, и взрослым. Или это все-таки та сказка, за которую стоит вот заплатить эти, ну, в общем-то, не маленькие деньги, даже в круизных долларах, чтобы почувствовать себя вот в такой волшебной атмосфере? Яночка, вы сейчас меня просто вернули в такие мои сказочные воспоминания, что я не могу вам ни в сказке сказать, ни пером описать, насколько это шикарный круиз. Вот именно диснеевская линия, диснеевская круизная линия, это просто восхитительные круизы, поэтому не жалейте не то, что своих круизных долларов, вот любых денег, да, они дорогие, но они стоят того. Это самый лучший круиз в моей жизни, который был из всех круизов, я все люблю, они все, о каждом могу говорить что-то очень классное, но диснеевский круиз это волшебный круиз, это магический. Вы просто не то, что ваши дети, они будут в таком восторге, что они, ну, захотят там жить, это однозначно, и они на веки вечные полюбят круизы. И они снова захотят туда возвращаться, но даже взрослые там ощутят себя снова детьми. И вообще вы увидите столько интересного, столько красивого, столько сказочного, столько великолепного, чего создано людьми, да, и вообще другой мир, что вы скажете: вау, вау, я снова хочу в диснеевский круиз. И я тоже хочу снова в диснеевский, не только, я была только в одном на одном круизном лайнере, на первом круизном лайнере круизной линии Disney Magic, да, но у них есть еще 4 круизных лайнера, и я хочу на всех побывать, причем они так красиво называются: Disney волшебный, Disney мечта, да, Disney Magic волшебный, Disney Dream это мечта, Disney Wonder это чудо, и 4 Disney фантазия, да, и я вам больше скажу, что сейчас они строят еще 3 корабля, и в 2021 еще один супер навороченный красивый лайнер Disney выходит, и в 2023 еще один, и как раз в 2023 году на круизном лайнере новом Disney Cruise будет праздноваться годовщина 95 лет Микки Маусу. Представляете? Вау. Вы еще не представляете себе, потому что нужно быть на этом лайнере, на этой сказочной линии. Во-первых, сам корабль какой красивый. Понимаете, ну вы его видели, да, я не буду сейчас описывать какой, но это на видео вы можете посмотреть, да, с этими ушками Микки Мауса, и причем, когда мы зашли на этот корабль, он там был везде.
То есть сам капитан Микки Маус на корабле. Ну что? Затем все мультяшные герои, они там все живые, они вас встречают, они вас провожают, они вас сопутствуют целый день, они вас веселят. Это Микки Маус, это Минни Маус, это Дональд Дак, это Гуфи, это все злодеи, это все мультяшные герои, они там наряжены, они действительно живые, натуральные. Понимаете, они веселят народ, они веселят детишек, с утра до вечера там какие-то партии, какие-то анимационные мероприятия, вообще сама атмосфера сказочная. Причем даже как вы живете, то есть эти каюты очень красивые, да, эти лайнеры, они не такие большие, там 11 палуб, но пассажиров больше, чем 2500 пассажиров, то есть не 6 тысяч, а 2500, но это хорошо, это лучше, да, потому что нет очень много людей, и есть где развернуться, повеселиться, зато много детишек и много всего интересного. Вот, сам корабль, кстати, 80 тысяч тонн весит, представьте себе. Да, Вот, да, фантастика. он огромный, и каюты, они не однотипные, каюты разные. И в каждой каюте вот круглое такое иллюминатор, окно, да, иллюминатор круглый, такой красивый, причем и в коридорах тоже, и на этих окнах кругленьких везде матрасики такие тепленькие, вы можете там полежать, мы лежали, там можно спать где угодно себе, сниматься, очень красиво. Куда бы вы ни пошли, даже на постели, на всем есть Микки Маус. Микки Маус. Микки Маус везде вас сопровождает, нарисован. На ложечках, на блюдечках, на тарелочках, на стенах. В ресторанах, 3 ресторана, они все анимационные, да. Вы, ну, так они сделали, что вы сидите в одном ресторане, например, один вечер, и за вами закрепляют одних и тех же официантов, они тоже одеты в эти костюмы. И ну, все, вы постоянно в этом мультфильме живете, в этих сказках живете. Вот, как принцесса, как вы чувствуете себя, как королева. Так классно, так интересно. И когда вы едите, все эти фильмы вокруг вас по стенам бегают, показывается, к вам разговаривают, прямо чуть ли не на стол к вам садятся, чуть ли не на колени с вами разговаривают эти герои. Вот, а насколько вкусно там готовят, а насколько красивый театр, а в театре такие представления бродвеевские, где ты просто забываешься, вот просто забываешься, что ты находишься действительно на лайнере, как будто ты живешь в этой сказке, потому что на самой сцене выступают и живые актеры, и анимационные, нарисованные вот эти мультяшные герои, но они настолько в 3D сделаны, сейчас уже, наверное, в 4D их будут делать, я не знаю, или 5D, что это все прям как будто бы ты участвуешь в этом всем действии. Ну, потрясающе, потрясающе. А маршрут какой шикарный. Во-первых, у них маршруты разные, да. Есть маршруты на Карибские острова, если берем Америку, то очень шикарные маршруты в Америке, конечно. Из порта Карнавел есть и из Майами. Вот там в порту, представьте себе, есть целый очень большой дек, где они встречают, и причем сам Микки Маус уже начинает вас прямо со входа встречать на регистрацию, на посадку. Даже в аэропорту, когда люди приезжают в аэропорту, Дисней имеет свой, так сказать, зал, где он встречает именно круизеров и сопровождает вас, садят в автобус, мультяшный автобус, и везут с аэропорта прямо на посадку в лайнер. Это просто, я вам не могу описать, насколько это красиво. Вот, затем вы идете, вас садят на этот корабль, и вы следуете по маршруту. Вот, очень мне понравилось, я не была в средиземных круизах их, у них есть маршруты по Европе, Средиземное море, есть на Аляску, но есть очень классные маршруты в Америке, если вам туда повезет, поедете, потому что, ну, везде классно, но там, конечно, шикарно, это Багамские острова, Карибские Багамские острова. Вот, и нас, конечно, мы веселились, очень праздновали, у нас там были пиратские партии, у нас были разные интересные действия, взаимодействия с актерами.
в общем, мы жили очень интересно и весело. И даже не замечали, детишки с нами, нет, мы без детей. У нас поехало всего 3 партнера в то время. Причем это был 2017 год. То есть через год после того, как я зашла в Incruises, у нас в январе месяце была конвенция. Первая конвенция Incruises на круизном лайнере Carnival Victory, да, из Майами. Вот, и мы ехали специально туда. Первые наши там 50 партнеров из разных стран. Майкл Хатчисон нам сделал приглашение и приказ, чтобы мы все были. И как получилось так, что я была еще и в том круизе, ну, так как это первый раз, когда я открыла визу на Америку, и мне дали на 10 лет, что тоже было большое открытие для меня, представьте себе, это тоже благодаря клубу Incruises, об этом я тоже видео имею рассказывать. И тут вдруг открыли визу в Америку, понимаете, которую я даже не думала, что я смогу так легко взять. И едем мы на конвенцию, которая будет на круизном лайнере. Это вторая встреча с Майклом Хатчисоном, и это первая наша, ну, скажем, саммит, как мы сейчас говорим, да, или первый международный форум Incruises был, 2017 год, январь месяц, то есть годовщина клуба. Но тот лайнер у нас был 5 дней. А ехать в Америку, вы понимаете, первый раз, окно в Америку открыли, и дорога дальняя, и столько хочется узнать, и что же делать, круиз маленький, хочется еще что-то увидеть. И мы в базе нашли вот еще этот диснеевский круиз, который как раз заканчивался наш первый круиз, и начинался с Майами прямо в тот день пересадка на Disney Magic. И вот я, и еще Нина Власова со мной была, и Ирина Варнакова. Мы были втроем, купили этот круиз, он тогда стоил $3500, каюта одна на 3 человек. С балконом у нас была шикарная каюта, супер, супер, супер. Они спали вдвоем на кровати, а я на диванчике, диванчик такой классный, он так красиво раскладывался, кнопочками прямо все так раскладывалось, так классно, вы не можете себе представить. Мы втроем отправились в этот круиз. Наши остальные партнеры еще в какой-то поехали, а мы в этот, втроем. Но я до сих пор это вспоминаю, вот сейчас хорошо, что вы мне напомнили, потому что я уже забыла о нем, честно говоря, с всей работой, с этими бизнесами, с этими людьми. Вот, и у меня архив где-то там, надо его раскопать, никак не доберусь, и я хочу снова его возобновить и вспомнить. Я хочу снова, да, в другой диснеевский, потому что там еще много-много будет интересно. И, кстати, вот они строят 3 новых корабля, и поверьте мне, это стоит того. И даже если у вас есть вот партнеры, нытики, которые не верят в круизный клуб или не верят, что круизы классные, я вам советую, или просто какие-то знакомые, которые не были в круизе, отвезите их именно в диснеевский круиз. Вот они точно влюбятся. Даже последний нытик там будет веселиться и радоваться жизни. Настолько это все там красиво, сказочно делает. Окружение, обстановка, сами сюжеты, спектакли. Вот это действительно тоже была мечта моей жизни. Ну, еще с маленьких лет. Я, конечно, даже не думала, что я буду на диснеевском круизе, но я очень любила сказки еще с детства. Я даже писала сказки, еще когда в школе училась, я писала стихи, сочинения на всех олимпиадах была первая. Вот, и писала газеты, писала сказки, по которым мы ставили спектакли с нашими одноклассниками, да, и вот делали очень часто спектакли. Это было настолько интересно, что я жила в этих сказках. И даже когда я уже в туризме работала в Греции, до яхты, я работала в турфирме одной, где встречала русских детей с России, они жили в лагере, в резорте под Афинами. Лаганисе резорт 6 месяцев, и вот я была аниматор с ними там. И я эти сказки снова делала спектакли, и вот это мне все было интересно. Я себя представляла еще с вот Золушкой когда-то, принцессой, да, и вот это все, чего мне не хватало, я это все увидела на этом корабле. Поэтому шикарно. Плюс еще хочу сказать, что диснеевский круиз имеет свой остров, свой личный остров, пиратский остров, они его выкупили, и владеют только они, и один из дней маршрута
на Багамских островах, они нас высаживают именно на этот остров, он небольшой, где-то 2 километра с чем-то, но возят таким специальным красивым трамвайчиком, где-то у меня есть видосы, надо найти их, показать вам. Вот, это тоже очень классно. И там высаживают всех, кто желает с корабля, он там стоит целый день, да. Причем с оркестром, опять с этими шумными мультяшными героями, они все с нами вместе, да, мы выходим. Там есть 2 пляжа, один пляж детский, и на нем все аквапарки, все различные игры, вот эти пиратские всякие заманухи. Там устраивают, опять же, спектакли детям прямо на пляже. И пляж просто кристальная вода, кристальная, настолько чистая, белый песочек. Километр ты идешь в море, и тебе чуть выше колена, понимаете? То есть это просто лагуна, райская лагуна для детей. И плюс рядом еще пляж другой, там 2 пляжа, так называемый пляж, райский пляж для молодоженов или для влюбленных, вернее. Кстати, там очень часто делают свадьбы, бракосочетания, церемонии бракосочетаний именно от этого корабля, именно на этом острове. Поэтому это очень красиво, это незабываемо, это вообще восторг просто. Ну и мы были на этом пляже, потому что мы без детей были. Вот там уже мы очень классно отдохнули. После этого нам делали барбекю, там они специально, есть такой прямо на острове свой выездной кафетерий, и они привозят все туда, раскладывают, ну, делают еду, да, вот как на пикнике. Полностью всю еду, как на пикнике, и начинают нас там кормить. И только вечером мы уже отправляемся обратно на корабль. В общем, целый день это великолепное такое приключение, такое авантюрное приключение. Остров пиратский, кстати, где снимал, у Уолт Диснея снимали там «Пираты Карибского моря», да, и другие фильмы. И вообще очень-очень много интересного. Я могу рассказать и о самом Walt Disney, и о их компании, круизная линия, это моя любимая круизная линия. И я, наверное, о ней буду рассказывать еще много, особенно когда уже стану бортом, будет больше времени. Я объезжу все круизы на этой линии, однозначно. Хотя я, конечно, люблю и другие, но это просто особенно. Поэтому вам понравится, 100%. 100%. Потрясающий рассказ, Ирина. Вот у меня просто мурашки. Я вижу, сколько сердечек посылают наши партнеры. Я вижу, что откликается все то, что вы говорите. И просто понимаю, насколько сильно отличаются люди, которые путешествуют, от тех, кто считает, что это не самое главное в жизни. Насколько вот много этой энергии, позитива. Вы говорите, у вас глаза просто светятся, вот такая вот аура вся сияющая. И это действительно ведь всего лишь один круиз, а сколько у человека впечатлений. И поэтому мне еще раз хочется вам сказать огромнейшее спасибо от всех нас, что вы для нас этот клуб открыли, вы нам дали эту возможность. Действительно, мы бы даже и мечтать не могли о лайнерах, мы о них и не думали. Ирина, если вы позволите, я сейчас нашу беседу сохраню, потому что у нас уже 4 раза слетал эфир, и если вот такой рассказ слетит и не сохранится, ну, я буду крайне огорчена. Друзья, я сейчас завершу. Да, я сейчас завершу и перезайду, и я понимаю, что мы уже около часа беседуем, но прям буквально еще пару вопросов к Ирине сейчас. Хорошо, спасибо, Яночка. Все, Ирина, ура, все сохранилось. Потрясающий рассказ, нельзя было его потерять. Ирин, ну просто, знаете, такие эмоции после вашего рассказа. Может быть, вы нам еще приоткроете, ну, какой-то маленький такой секретик, который можно нам рассказать про планы компании. Мы знаем, что у нас очень скоро будут новые круизные линии, планируются речные круизы. Конечно же, это планы, конечно же, на 100% никто не скажет, когда это будет. Но, может быть, что-то, вы знаете, такое, что нас еще немножечко порадует вот в этот непростой период, когда отменились круизы, когда мы сидим на самоизоляции. Вот что такого глобального наша компания еще планирует и обсуждает с топ-лидерами? Хороший вопрос, Яночка. Мы все в эпицентре, да, таких событий, которые предвкушаем, которые нас ждут. И, конечно, мы хотим, чтобы быстрее уже все было хорошо, и мы вышли с этой самоизоляции. Хотя лично
я не очень ее ощущаю, потому что все равно как сидела тут, да, в интернете так и сижу, и только вот иногда слышу, что оказывается еще мы в самоизоляции. И сейчас я нахожусь на Украине, и вот вижу, что дожди идут, и меня это не радует. Я сейчас дома, у меня загородный дом большой, я делаю ремонт, и построила себе очень большую беседку, я вообще такой еще дизайнер, архитектор по жизни, строю, очень много создаю, мне это интересно. Вот, и в данный момент я живу в беседке на улице, очень классно, смотрю на природу, да, потому что в доме ремонт, и только захожу, когда очень что-то нужно или холодно. Вот, и, конечно, наслаждаюсь природой. К чему это все веду, я сейчас вам глобальным планом перейду. Но смотрю, и уже целый месяц практически идет дождь, да, и вот ливни, дождь, вот холодно, думаю, ну елки-палки, это что ж такое? Я привыкла к теплу, я привыкла, вот в Греции много лет жила, там море, тепло, классно. Да, Украину тоже обожаю, люблю, это моя родина, и все здесь хорошо, прекрасно, во многом, да, но есть свои минусы. Но вот дожди и сыро, и скучно. И я так себе думаю, боже, и как вот сколько людей живут вот так вот каждый день, и вот так вот прозябают, понимаете? Или в лучшем случае ходят на какую-то там работу, когда вот нет и самоизоляции или карантина, с утра до вечера опять домой. И переживают вот такую погоду, и больше ничего в жизни не имеют и не видят, понимаете? И опять же думаю, какие мы счастливые, что у нас есть этот клуб Инкрузес, и несмотря на этот дождь, я даже хотя я тоже дождь люблю, но не люблю в таких порциях, но я просто знаю, что этот дождь, все равно, даже если он будет идти круглый год, то у нас есть куда уехать, скрыться или поменять просто свою обстановку и поехать, когда зима наша, в теплые края, как мы были в прошлом году на Новый год на Мексике, да, и купались на Новый год, представляете, позапрошлый. В этом я была в Дубае тоже, супер, вы понимаете, и этим мы живем и можем пережить и зиму, можем пережить и ливни, и они нам прекрасны, потому что это просто смена каких-то этапов нашей жизни, и мы наслаждаемся именно такими вот явлениями природы, если они не в больших порциях. Поэтому еще раз говорим спасибо клубу Инкруза, что он вообще живет, что он существует, и что мы его нашли, и он нашел нас. Это первое. Поэтому цените это. И не надо депрессировать, и не надо мучиться. Терпение, еще раз терпение, оно тоже очень хороший навык и привычка, которую вы должны иметь, чтобы у вас бизнес шел вперед. Вот перетерпите, займитесь тем, то, что вам будет сейчас полезным. Скажем, обучиться, скажем, что-то еще новое сделать. Или те же эфиры, наработать себе новых друзей, сделать холодных друзей горячими, и завтра, когда закончится изоляция, они станут вашими партнерами в клубе Инкрузес, потому что они захотят ехать в путешествие. А нас ждет действительно крутая перспектива, и сейчас я расскажу о перспективе. Вот. Я, конечно, не могу утверждать 100%, потому что 100% мне никто еще не сказал, так же, как и вам. И даже если что-то где-то слышу, я тоже не стараюсь не выносить, так сказать, на публику скоропостижно, потому что может что-то поменяться. Я знаю, насколько этот рынок, хотя он стабильный, хотя он очень устойчивый, но учитывая то, что сейчас карантин, еще сами круизные линии только выстраивают, да, свое будущее на самом деле, потому что к ним предъявляет очень много требований Центральное министерство здравоохранения. Сейчас это на первом месте. И вырабатываются специальные правила, как будут проходить круизы будущие. Но они обязательно будут. И радует то, что они начинаются уже буквально с августа месяца. Да, много уже круизных линий запускают свои круизы именно с августа месяца, так что даже наши партнеры уже самые неусидчивые уже купили круизы на август, уже купили круизы на сентябрь, уже мне об этом рассказывали со счастьем, радостью в глазах. Вот, хотя я говорила, не надо, не спешите, лучше успокойтесь, перетерпите, они не могут, понимаете, вот это уже все бушует внутри, круизные доллары накоплены, им хочется в круиз, они должны вывести партнеров или сами поехать, вот им хочется. Их не пугает даже коронавирус, ничего уже не пугает наших членов клуба и партнеров клуба, так что не надо бояться. Вот. Вся жизнь впереди, все будет хорошо, и это мы переживем. Коронавирус уже пошел на спад давным-давно, и много стран уже вышли, и списки уже огласили.
что начинается туризм, да, уже с июня месяца многие открываются, и в частности даже я мониторю и смотрю различных круизных операторов, которые рассказывают о том, что происходит в разных круизных линиях, вот, и все они говорят о том, что не переживайте, все будет хорошо, да, будет меньше в начале пассажиров, это да, будет неполная заполняемость кают, это да, будет тепловизор, который будет проверять вас несколько раз в день на температуру, нет ли у вас, и вообще до посадки вы будете тщательно проверены, нет ли у вас, будут протестировать, нет ли у вас коронавируса, поэтому кто хочет сделать тест, нет ли у него коронавируса, и не может в больницу попасть, идите, лучше в круиз вам там бесплатно сделают, вот. Значит, много классного. А дальше будет еще более интересно, потому что вас окружат такой заботой на этом лайнере, что лучше быть там, чем дома, да, меньше, вы будете в большей безопасности, это точно. Вот. Что касается того, что, да, некоторые круизные линии не спешат, то есть, например, некоторые страны, вот я слышала вчера, что Канада сказала, что не принимает пока туристов до октября месяца, ну, потому что Канада, она такая консервативная страна, очень фундаментальная страна, и для нее экономика и социальная безопасность людей в первую очередь, это их право, да, каждая страна может себе это позволить. Вот. Европейские же страны, они спешат уже экономику запустить, они знают, что туризм, он взрывается, он у них на первом плане, и поэтому они уже разрешают различные туристические как бы центры, да. И даже вот я смотрела, наблюдаю за тем же Walt Disney, да, так как у них не только круизные линии, а у них самые главные аттракционы, и самое главное, вы знаете, Диснейленд, кстати, тоже была в Токио, да, есть, Walt Disney имеет Диснейленд, потрясающий парк, о нем еще можно говорить очень много интересного, и оттуда началась вся история, и перешла уже на круизный лайнер. У них есть в Токио, вот где я была, есть в Париже, есть в России. И уже со 2 июня они начинают работать волшебные царства аттракционов и как бы царство животных, волшебное королевство аттракционов для детей и царство животных для того, чтобы могли просмотреть, кто желает, и много всего интересного. Поэтому все входит постепенно на круги своя. Вот. Ну а что касается нашего круизного клуба и крузис, естественно, мы будем процветать. Да, сейчас трудный период, но мы его пройдем, и достойно мы пройдем. Почему? Потому что у нас достойная компания, которая не остановилась даже во время кризиса, даже во время карантина. Это самое главное, что наша компания не сказала стоп, не остановила выплаты нашим партнерам, хотя могла бы, да, имела бы полное право, исходя из того, что круизы сейчас остановлены, да, нет круизов как таковых, за эти месяцы, могла бы компания сказать, мы тоже идем, так сказать, на каникулы, мы замораживаемся, терпите, вернетесь через 3 месяца, скажем, да, чтобы не платить деньги. Но компания наша не закрылась, не остановилась, и ничего практически абсолютно не изменилось. Вот, кроме того, что у нас в голове, да, потому что как нам начисляли круизные доллары каждый месяц, так нам и начисляют все эти месяцы. Как нам выплачивали все бонусы, так нам и выплачивают все эти месяцы и будут продолжать. Зависит только от нас, будем ли мы работать все это время и будем ли мы привлекать новых, так сказать, членов и партнеров клуба и сохранять наших, поддерживать наших старых, давних. Вот. А давние, кто уже понимает ценность круизных долларов, кто понимает ценность нашего клуба, они, конечно, очень любят свои круизные доллары, очень любят их накапливать, потому что они уже планируют свой следующий круиз и стучат ножками, так сказать, да, и готовят свои чемоданы. Поэтому все будет хорошо. И круизные линии к нам новые присоединятся, я думаю, точно. Почему я даже сама это так понимаю? Потому что их устраивает наша модель больше, чем что-либо на данном этапе, это 100%. Они пересмотрели. То есть этот коронавирус вообще для многих стал большим плюсом, переосмыслением, перерасчетом каких-то своих позиций, каких-то своих потерь, каких-то своих стратегий.
вот, и в том числе круизных линий. Конечно, у них сейчас был большой спад в их финансовом оттоке, да, они привыкли всегда иметь только большие доходы, они привыкли всегда получать миллионы оборота в год или миллиарды даже, они строили корабли, которые стоят миллиард долларов, да, вот сейчас круизные лайнеры, даже Диснея, они тратят миллиард долларов на новый круиз, они потратили от 250 миллионов до 450 миллионов долларов на новые свои аттракционы. Понимаете, какие деньги там? Это же не просто так делается. Они знают, почему они это делают, потому что они еще больше с этого выиграют. И, конечно же, получат еще больше удовольствия люди, которые будут в круизах, и дети их, и так дальше. Это все делается для людей, это все людям нравится. Это пользуется спросом. Но ввиду того, что сейчас было трудно круизным линиям, и будет еще несколько месяцев, вот скажем, до августа или до сентября, пока выровняется постепенно, или я даже могу сказать, может быть, и до конца года этого. Нет, не то, что до конца года не будет круизов, будут круизы, 100% будут, но просто так как у них будут ограничения, то есть на меньшее количество пассажиров, да, естественно, это меньший доход, меньше, вы сами понимаете, да, чем меньше кают, тем меньше они будут, может быть, просто будут работать в холостую, чтобы наработать, опять же, свое имя, и что у них все хорошо, пока люди успокоятся. Но если брать туристические агентства, то им очень будет сейчас сложно начинать, очень сложно после карантина. Они практически потеряли все, и сейчас, чтобы этих клиентов своих снова завлечь обратно, да, ну, нужно им, не знаю, как плясать и доказывать, что идите потратьте $4000 на ваш круиз. Люди не будут сейчас спешить, да, а те, которые имеют уже круизные доллары, особенно бесплатное членство в круизном клубе Инкруз, им же это не болит, нам же это не болит, у меня и 7000, мне не болит, я уже спешу, куда бы их потратить, то же самое и вы, правильно, вам хочется. И круизные линии увидели, что, оказывается, Club Cruises — это замечательная модель, и она спасет их во многом, и она поможет им очень быстро восстановиться, очень быстро снова приобрести очень красивую рекламу от живых людей, от живых круизеров, которые сами спешат в круиз даже после карантина сразу. И поэтому, естественно, я думаю, что они сейчас как раз к нам с более поднятой головой, с большим удовольствием придут. Если в начале когда-то, еще там год назад, 2 года, 3 года назад, особенно в начале на нас смотрели скептически, да, и были турагенты, которые высокомерно нас ставили в угол на тех же кораблях и указывали капитанам или руководителям круизных линий, что вы посмотрите, вот что это за тут круизер, от какого-то круизного клуба, что за клуб Incruises, о чем они говорят, они же дилетанты, как можно им позволять вообще рекламировать что-то на ваших лайнерах, да, почему нам запретили групповые круизы, запретили вообще делать рекламу на круизных линиях, потому что мы были не профи, мы были вообще, ну, еще далеко, нигде, скажем так, вот, и мы еще должны были доказать нашу жизнеспособность и эффективность нашей модели, но прошли годы, прошло время, получили мы очень большие результаты во всех сферах. Результаты в том, в первую очередь, что очень большое количество людей присоединилось в наш клуб, и с большим удовольствием платят членские взносы, потому что они понимают, что они делают себе экономию, даже если они проплачивают каждый месяц. Клуб им удваивает их деньги, и они экономят свои деньги. И в первую очередь это очень важно для всех людей. Путешествовать более экономным способом, да, выгодным способом, доступным. Вот что сделал Club Cruises. И это уже распространилось по всему миру. Все это сделали мы с вами. Наш дорогие, уважаемые независимые партнеры Incruises, я хотела сказать, да, Independent Partners Incruises, да. Такую великую работу делаем мы с вами, друзья. Так что я более чем уверена, что быстро или не быстро, но круизные линии к нам точно присоединятся, и речные круизы присоединятся.
так как им намного легче продавать круизы через нас. Они просто автоматически будут продавать, не делая, не выбрасывая миллионы долларов на рекламу. Зачем? Если они через нас, мы все сами покупаем, мы все сами бронируем, мы всех отправляем, и мы еще такие счастливые, такие радостные возвращаемся, потому что мы еще и зарабатываем деньги. Универсальная модель, уникальная модель, гениальная идея, говорила я с самого первого дня, когда зашла в Incruises, и до сих пор говорю и буду говорить. Вот я первый фанат Incruises, и я продолжаю быть его фанатом, и это самое классное. Вот в чем, так сказать, мое счастье, что я удовлетворена, что я нашла то, и была уверена, что идея, которую я нашла, она действительно уникальная. Ну, а как иначе? Тут это все белыми нитками шито, да? Да, Яночка, поэтому ждет нас хорошая перспектива, не переживайте. Вот настраивайтесь на позитив, настраивайтесь на хорошую перспективу и работайте. Понимаете, вот просто работайте, не останавливаясь. Так как если вы перестанете и сами себя вот в этот негатив поглотите, ну, вы будете бояться. А если вы будете бояться, вы будете тормозить, вы не будете ничего делать, откуда будет у вас результат? Вам не будет виновата компания. Вы будете сами себе виноваты. Все работает, если работаете вы. Компания работает, круизные линии ждут. Привет. Еще раз. Ирина, Так. мы с вами пример Да. жизнелюбия. Ничего страшного, что бывают накладки, главное не отчаиваться и быть на позитиве. Я вот так считаю. Все правильно. Мы с вами на одной волне, Яна. Молодец. Самое главное, Всё. эфир сохранен, ничего никуда не пропало, это самое главное. Отлично. Мы Спасибо. услышали очень важные для всех нас аргументы, и мы это все сами чувствуем и понимаем, что туризм, путешествия никогда никуда не денутся. Круизная отрасль тем более является самой устойчивой и жизнеспособной. Поэтому, конечно же, люди, насидевшись на карантине, еще с большим рвением захотят сейчас паковать чемоданы и ехать куда угодно. Поэтому это вообще даже не обсуждается, так оно и будет. Ирина, я вас хочу вот от всей души поблагодарить за этот интереснейший эфир. Вы нам уделили практически 2 часа своего времени. И для меня, и для нашей команды это вообще огромная честь увидеть вас вот так вживую, не просто где-то с ролика на Ютубе, а пообщаться, задать вопросы. И вот просто бесконечная вам благодарность. Приезжайте к нам в Самару, Ирина. Вы знаете, у нас в Самаре невероятная команда, дружная, классная. Мы здесь в центре города открыли travel кафе, где в основном обитают наши путешественники Incruises. Мы там каждый день, пока не наступил карантин, проводим всевозможные мероприятия и презентации клуба в таком очень классном лайтовом формате, и бизнес-завтраки, нетворкинги. К нам приходят предприниматели из классического бизнеса, приходят рассказать о себе, видят лайнеры на плазмах, остаются. У нас действительно очень крутая команда в Самаре. Она относительно, может быть, еще не такая большая, как у кого-то, но мы ее строим на земле. Мы знаем каждого лично. Это не просто лица из интернета, это живые люди, это живые души, это очень сплоченный коллектив. И если когда-нибудь вы захотите побывать в Самаре, увидеть нашу прекрасную Волгу, по которой, кстати, тоже ходят круизы на теплоходах пока еще, то мы вас будем ждать всегда с распростертыми объятиями, и у нас невероятно много красивых мест, которые вам точно понравятся. Приезжайте, Ирина, мы будем очень рады вам. Благодарю, Яночка, спасибо большое. Конечно, я думаю, что я появлюсь в какой-то прекрасный день в Самаре, как и в круизах, так и в Самаре, потому что, ну, Самара, я никогда не была, конечно, в этом городе, но я знаю, что это люди, которые понимают толк в круизах, потому что у вас тоже там есть порт, да, и это ваш такой морской город, который любит путешествовать, и люди понимают, что значит быть в круизах, даже те, которые не были, но они были в речных каких-то тоже своих путешествиях, и это люди уже готовые, открытые. Это раз. А второе, то, что действительно у нас в Самаре уже много партнеров, и я буду рада встретиться с вами лично и с вашей командой, и замечательно, что вы так классно работаете.
Вот, и там находится и мой первый суперпартнер Ольга Ратниченко, да, которая тоже из Самары, поэтому и вот Нина Власова, кстати, которая со мной была в круизе в Диснеевском, я не знаю, вы лично с ней знакомы или нет, она тоже там живет, поэтому я думаю, вы с ней можете тоже ее пригласить, пусть она расскажет о своих впечатлениях. Вот, я с большим удовольствием вас благодарю, хочу, чтобы у вас все получалось, вы, моя команда тоже, вы, мои партнеры тоже, я за вас тоже переживаю и хочу, чтобы вы все были на волне, на самой высокой, вот, на самой успешной, и верю, что так и будет, и в какой-то день мы обязательно встретимся, и в вашей Самаре, в вашем городе замечательном, красивом обязательно, я думаю, что буду, ну, как иначе, я должна быть, в принципе, везде. Поэтому у нас впереди вся жизнь, вот, и все у нас получится. Я очень рада, что вам все нравится, и что вы стараетесь, и, несмотря на то, есть ли у вас помощь особая от спонсоров, нет ли у вас помощи, но вы сами пробиваетесь, и я видела, насколько у вас красивые фотографии на Инстаграме, Яна, вы очень красиво смотритесь, вы очень такая фотогеничная, с таким большим вкусом делаете свои фото. Вот, и ваша мама очень с вами мило смотрится, ей тоже большой привет, она уже региональный директор, насколько я помню, да? А вы маркетинг-директор, да, или сеньор-маркетинг, Яна уже? Да, но вы делаете очень классные Я интервью. Да. немножко по количеству людей уже тоже региональный, немножечко подвел карантин и коронавирус с этими проплатами, поэтому сеньор-маркетинг по проплатам, но это вопрос буквально нескольких месяцев. Это люди Да, уже я есть, знаю. уже есть. Да, это сейчас у многих, да, многие уже должны были быть намного выше, вот, и я в том числе, но у нас немножко произошел спад, ну, это явление понятное, да, вот, ничего страшного, это временное явление, мы преодолеем этот барьер, над этим мы как раз сейчас работаем, поэтому мы не спим и не попали в депрессивное состояние замороженное, а мы работаем и нарабатываем себе на будущую перспективу. И как только закончится карантин, наша волна тех людей, которые боялись и не проплачивали временно членство, все вернутся. Поэтому очень быстро все перескочат на новые рамки. Даже не подойдут, а перескочат. Это случится. Так что к концу года вы будете все на очень уже высоких рангах. Вот я думаю, что ну, осенью как бы уже планирует Майкл Хатчисон приехать в Россию, Украину. Так что встретимся, может быть, еще на каких-то мероприятиях Да. совместных. Ирина, пусть так и будет, пусть все у нас будет складываться наилучшим образом. Я желаю вам огромного-огромного женского счастья, любить, быть любимой, всегда вот так же сиять, крепко на самых-самых наивысших рангов инкруза. Сбывалось, все получалось у всех ваших партнеров, у всей вашей семьи, в семье у вас все было хорошо, и вы были и в диснеевском круизе, в других круизах, и вообще радовались, что вы познакомились с инкруз, и я думаю, что и вы свое имя впишете в историю, в нашу историю инкрузес, как мы все пишем вместе. Да, мы вместе пишем очень красивую историю, и вы одна из таких красивых, ярких звездочек, которая украшает наш клуб. Спасибо за все, что вы делаете. Очень было приятно с вами быть в эфире. Взаимно. И всех благодарю, кто нас слышал и видел, и будет еще слушать и видеть на наших эфирах, на наших презентациях, на наших видеозаписях. Друзья, мы в самой лучшей компании. Присоединяйтесь к нам и не бойтесь, мы вам поможем. Мы здесь для того, чтобы вы шли по нашим следам. Спасибо вам, Ирина. Благодарю вас от души. Всего вам самого-самого доброго. Спасибо. Дай Бог, чтобы все сбылось у нас всех. Всего хорошего. Люблю, целую. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Инкрузес.